Добро пожаловать на тренинг Herbalife по основам сбалансированного питания. Планирование времени приема пищи – первый шаг к нормализации веса и хорошему самочувствию. План питания – рациональное распределение продуктов и блюд в течение дня. Он призван обеспечить наилучшее усвоение питательных веществ в организме, а также контролировать аппетит и предотвратить переедание. Частые небольшие приемы пищи 5-6 раз в сутки через каждые 2-3 часа помогают контролировать аппетит и являются профилактикой ожирения. Такое питание позволяет поддерживать на нормальном уровне концентрацию гормонов, которые контролируют аппетит, а значит, вы чувствуете себя сытым целый день и съедаете гораздо меньший объем пищи, не превышая суточную норму. Завтрак не следует пропускать. На завтрак должно приходиться около 25% суточной калорийности. Он должен быть сбалансирован по количеству белков, жиров и углеводов, содержать клетчатку. Отсутствие завтрака приводит к падению уровня сахара в крови ниже нормы, возникновению углеводного голода и желанию перекусить простыми углеводами, чтобы преодолеть упадок энергии. Второй завтрак должен быть через 2,5-3 часа после первого приема пищи. Его калорийность не более 10% от суточного рациона. Рекомендуются овощи или фрукты. Можно добавить белковое блюдо для восполнения нормы белка и чувства сытости, например, творог плюс любые ягоды. Важно, чтобы белковый перекус был всегда под рукой, чтобы не сорваться на неправильную еду, булочки и шоколад. Если вы перекусываете не дома, запаситесь полезными продуктами заранее. Обед – самая большая часть рациона, около 35%. Обедать нужно для того, чтобы пополнить запасы организма питательными веществами и энергией. Ну и, конечно, чтобы не переедать вечером. Обед, как и другие приемы пищи, должен быть сбалансирован по нутриентам, содержать пищевые волокна. Через 3 часа после обеда рекомендуется сделать легкий перекус, по калорийности не превышающий 10% от дневного рациона. Его функция – предотвратить переедание вечером. Перекусив в 17 часов, легче справиться с чувством голода, и вы съедите меньше на ужин. Лучшее решение – это протеиновый батончик. Калорийность ужина – 20% от суточной нормы. Ужин должен содержать все необходимые нутриенты, но с ограничением углеводов, особенно простых – булочки, сладости, сладкие фрукты. Для ужина подойдет отварная рыба с овощным гарниром. Ужинать нужно за 4 часа до сна. Углеводы успеют переработаться, и ночью жир будет сгорать. Даже в состоянии покоя организм тратит энергию на поддержание всех систем организма – кровеносной, дыхательной, выделительной. При отсутствии обильного ужина организм будет использовать запасы энергии, которые хранятся в жировой прослойке. Таким образом, ночью человек худеет. Если поесть на ночь, все будет наоборот. Организм не успеет переработать энергию, и излишки будут отложены про запас. В этом случае ночью человек набирает вес. Важно четко следовать плану питания. Пропустив прием пищи, вы будете так голодны, что позже съедите больше. При длительных промежутках между приемами пищи в организме нарушается баланс гормонов. Повышается уровень грелина и понижается уровень лептина. Грелин называют гормоном голода. Он усиливает чувство голода, замедляет наступление насыщения, тормозит распад жира, повышает его синтез и отложение в запас. Лептин – гормон сытости. Он ускоряет наступление насыщения, способствует окислению жира и тормозит его синтез. Испытывая чувство голода, вы пребываете в состоянии стресса, а он приводит к перееданию. Регулярно питаться и не испытывать чувство голода между приемами пищи помогают функциональные продукты питания. Они обогащены высококачественным белком, который обеспечит чувство сытости и поможет избежать переедания, а также витаминами и минералами. Итак, что же мы узнали сегодня о плане питания? План питания – рациональное распределение продуктов и блюд в течение дня. Позволяет не только контролировать поступление всех необходимых питательных веществ, но и избежать незапланированных перекусов. Рациональный план питания – это 5-6 приемов пищи через равные промежутки времени. Придерживаться плана питания
Помогут специализированные продукты питания на основе легко усвояемого качественного белка с добавлением витаминов и минералов. Питайтесь часто, маленькими порциями и контролируйте свой вес.